Всем привет, мои хорошие! Как я вам и обещала, это дополнение к обзору на киргизский сорт 2 в 1. Первый раз у меня есть обзор на канале, она мне пришла вот такая вот, цвета хаки, зелено-желтая. Пришла она вот такого плана. И когда я заказала второй раз, каково же было мне удивление получить вот такую красавицу. Видите, разница какая? То есть Киргизия 2 в 1 бывает от темно-зеленого, болотного такого, болотистого цвета до светло-светло-серого. И сейчас мы с вами откусим от всех кусочков, похрустим, и затем я опишу. Начну я с желтеньких и закончу уже серенькими. Давайте приступать. Я погрызу. Сначала темные кусочки я пишу, а потом светлые. Угу. Солененький кусочек я сразу отложу, чтобы его потом положить сразу в мою тарелочку. Этот сорт не весь соленый. Все зависит от кусочка. Какой кусочек вам попадется. Но некоторые кусочки встречаются солененькие. Угу. Тоже солененький. Что самое интересное и пикантное в этом сорте, соль в разных кусочках чувствуется по-разному. Вот в этом маленьком кусочке соль посильнее чувствуется, побольше соль чувствуется послабже. Сорт плотный, не знаю, смогу я откусить от такого большого куска. Угу. Он тоже солененький. Один вот этот малыш не соленый. Итак, с чем я могу сравнить вот эти вот темные кусочки? Могу сравнить с уйгурской желтой. У уйгурской желтой, когда ее откусываешь, у нее крупинка такая грубоватая. Вот у этого сорта, когда его откусываешь, тоже он распадается на маленькие кусочки, и крупинка чуть-чуть жестковата, но моментально растворяется в жирную кашу. Залипание легкое, не сильное,
Сорт плотный, сорт чистый и у темных кусочков. Как я уже сказала, встречаются некоторые кусочки с солью. Где-то сильнее, где-то чуть слабее, где-то вообще не соленые, как вот этот маленький. Вкус тоже схож с уйгурской желтой. Мокрая земля, трава, вкус скошенной мокрой травы. Забегая вперед, скажу, что этот будет пожирнее и посливочнее. Здесь сливочная нотка, молочная. Она в конце, и она еле-еле уловимая. Сорт классный. Эти кусочки, как бы такого плана я ее тоже люблю, но такого плана я ее люблю больше. Давайте приступим. Сейчас также погрызу и опишу. Светлые куски, вот такие серые, они нежнее, нету вот крупинки, мягкое сразу в кашицу. Ну, два в одном. Они нежнее, чем темные, намного. Солененький. Она практически не залипает. Легкое залипание, но такая она нежная. Этот практически вообще с этой стороны с разводами, а здесь, видите, какая красота. Вообще обалденный сорт и очень красивый. В руки берешь, она такая гладкая, 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 увесистая. Угу. От толстого куска уже откусить сложно. Очень сливочный, абсолютно не соленый. Классный кусок. Такая красавица. Тут тоже, смотрите, два в одном. Светлая сторона, зелененькая. Класс. Так, следующий кусочек такой. Вот ее откусишь, она разлетается на куски.
Ну, как бы ты раскусываешь на кусочки, но они становятся скользкими, их ловить приходится. Угу. Слабо солененький. А как мне повезло, сколько солененьких кусочков. Но и остался нам вот такой красивый кусочек. Тоже 2 в 1. Вот когда попадается вот эта вот темно-зеленая оранжевая прослойка, грубая крупинка. Вот я не до конца счистила. Буду кусать с другого конца, потому что она грубая, она прям язык колет. Угу. Если вам приходит этот сорт вот с такой вот оранжевый, темно, видите, как рыжая такая. Вот здесь я вам покажу. Вот видите, вот с такой вот штучкой счищайте. Она настолько острая, при укусе распадается на мелкие иголочки такие, вот по-другому сказать не могу, которые очень сильно жалят язык и небо. Пожадничала, много откусила, хорошо залепила. В общем, если много откусывать, будет залипать хорошо. Итак, серая по вкусу отличается от зеленой. Она более мягче, нежнее, структура приятнее. Этот сорт чистый, он не скрипит ни в таком виде. У серых кусочков вкус мокрой пыли, мокрой земли, влажной земли даже, я бы сказала. Слегка травянистый. Бывает, попадаются кусочки соленые, бывает абсолютно не соленые. Абсолютно не соленые, в них чувствуется хорошо молочная нота в примесью с мокрой землей. И некоторые кусочки отдают сыростью. Очень классный сорт. Вот, но желтые кусочки я, конечно, не очень люблю. А вот такие светлые я прям обожаю. Я обожаю светлую сторону у этого сорта. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.